Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я подготовила для вас топ-10 лучших ароматов, на мой взгляд, на раннюю осень. Я подумала, что на моем канале выйдет два осенних топа. Сейчас мы с вами поговорим про ароматы самые актуальные на раннюю осень. И затем выйдет топ ароматов на позднюю осень, тогда, опять же, когда это будет актуально. Все ароматы из этого видео, кроме одного, можно приобрести в интернет-магазине Рандеву. Как всегда, заглядывайте в инфобокс, там вас будут ждать ссылки на ароматы, ссылка на интернет-магазин и промокод на скидку 10%. Ваши покупки в интернет-магазине Рандеву были более выгодными. В интернет-магазине Рандеву огромный ассортимент парфюмерии и косметики, и также есть редкие и снятые ароматы. Ну что ж, если вам интересна тема этого видео, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Кстати говоря, я буду рада, если в комментариях к этому видео вы напишите, какие ароматы вы планируете носить ранней осенью. Это видео выйдет на 4 площадках: YouTube, Рутуб, ВК и Дзен. Смотрите там, где вам удобно. И также вначале хочу пригласить вас в мой телеграм-канал. Там мы с вами обсуждаем парфюмерные и не только темы. Буду очень рада вас там видеть. Ну что ж, давайте начнем. Начать я хочу с моей новинки, аромат, который недавно появился в моей коллекции. Это аромат от бренда Angeline. В видео распаковки я показывала вам, что я приобрела 5 ароматов этого бренда. 4 у меня вот в таких мини-версиях и 1 в полноразмерном флаконе. Сегодня я хочу показать в этом обзоре аромат, который называется Vanilla Whisper, и мне кажется, что он просто идеально подходит на раннюю осень. Давайте покажу вам прекрасный дизайн. У меня миниатюрка 10 мл, полноразмерный флакон тоже выглядит шикарно, но и у миниатюрки идеальный просто дизайн, коробка из плотного картона. Посмотрите, миниатюрка там еще внутри и в мешочке, и сама она тоже очень достойно, очень симпатично выглядит. Ароматы этого бренда недорогие, при этом стойкие, яркие, шлейфовые и очень интересные. Этот аромат на тему ванили и табака, также в нем есть яркие пряные имбирные нотки, корица, немного меда, и в целом он очень теплый, обволакивающий, согревающий. У меня он действительно ассоциируется с ранней осенью, тогда, когда воздух начинает остывать и хочется носить такие красивые, обволакивающие парфюмы. Однозначно буду носить его этой осенью и включая в свой топ. Ну что ж, идем с вами дальше. Дальше я покажу вам аромат, который продается не на Рандеву. Это бренд Synonym Parfums. Я вам уже говорила, что аромат этого бренда можно приобрести на маркетплейсах Озон, Wildberries и также на Ламоде. Ароматы очень достойные, тоже стойкие, яркие и шлейфовые. Мне кажется, что идеально на раннюю осень подойдет аромат, который называется Oliver 01. Он тоже теплый, обволакивающий, согревающий. Здесь тоже есть табак и ваниль. Красивый табак, как из трубки, древесная, сухая, не кондитерская ваниль, немного медовых ноток, немного специй, алкоголя, очень целостный и при этом переливчатый аромат. Действительно идеально подходит на осень. Аромат в моей коллекции давно, прошлой осенью я его активно носила. Мне очень нравится, как он раскрывается в холодное время года, и этой осенью я уверена, что к нему будет часто тянуться моя рука. Ну что ж, идем с вами дальше. Вообще, мне кажется, что идеальнейший парфюм на раннюю осень — это поэма от Lancôme. Я много лет так думала, но много лет я не решалась купить поэму, и вот в этом году, мне кажется, в начале года это наконец-то случилось. Поэма появилась в моей коллекции, я ее приобрела наконец-то, и теперь могу с удовольствием носить ее осенью. Вообще, действительно, этот парфюм, он как олицетворение ранней осени. Шикарная, идеальная парфюмерная классика. Я говорю классика, но это совершенно не значит, что по звучанию аромат какой-то там ретро, старинный или классический. Нет, просто этот аромат действительно очень давно вышел, он стал уже классикой. Для меня это, правда, олицетворение ранней осени, когда все залито солнечным светом, когда лежат желтые листья кленов. Именно так мной воспринимается этот парфюм. Идеальный,
обволакивающий, очень приятный и очень женственный. Знаете, мне очень нравится, как ранней осенью раскрываются кожаные ароматы. Я вообще не супер фанат кожаных ароматов, но осень, пожалуй, это то время, когда я действительно могу их носить, и хочу в этот топ, в этот обзор включить мой самый любимый кожаный аромат, который, как мне кажется, идеально подходит на раннюю осень. Это Memo итальянская кожа. Не раз говорила про этот аромат на своем канале. Это аромат про тончайшую кожу, которая абсолютно не выпирает. Вот если вы не любите грубую кожу в парфюмерии, то это то, что вам нужно, потому что кожа здесь еще и красиво замаскирована нотками какао и томатной ботвы. Супер нишевый, супер необычный аромат. Теплый, опять же, согревающий. Мне кажется, что он очень стильный. Сочетание итальянской кожи и какой-нибудь кожаной куртки-косухи просто вау. Следующий аромат, который я хочу включить в эту подборку, это относительная парфюмерная новинка. Аромат, который, по-моему, вышел в начале 2024 или в конце 2023 года. Mancera Amore Cafe. Тоже супер согревающий аромат, но кофе это, конечно же, согревающий напиток. И здесь я чувствую в этом аромате черный кофе без сливок, с сахаром, немножко жженой карамели. Мне действительно эта новинка от Mancera понравилась, я приобретала ее вслепую, и вот две новинки я могу назвать очень удачными, это Тонка Кола и Amore Cafe. Но, как мне кажется, на осень именно этот аромат лучше всего подойдет. Следующий аромат, про который я хочу рассказать, он супер недорогой. Я снимала для вас видео про подборку недорогих комплементарных ароматов, и этот аромат там участвовал. Называется он Adam Levine Woman, и я уже говорила, что для меня это действительно очень неплохой бюджетный аналог ванильного леса от Serge Lutens. Несмотря на невысокую цену этого аромата, звучит он на самом деле дороже, чем стоит. Звучит он вполне себе нишево. Это красивая древесная ваниль в сочетании с амброй и аккуратными нотками деревяшек. Не стопроцентный клон ванильного леса от Serge Lutens, но в то же время аромат, выполненный в одном направлении, и, повторюсь, он однозначно звучит дороже, чем стоит. Теплый, интересный, сбалансированный, не кричащий аромат, который у меня ассоциируется с ранней осенью. Также в эту подборку я хочу включить свою шикарную парфюмерную новинку от бренда Xerjoff. Недавно снимала для вас обзор на две новинки от Xerjoff, и этот аромат, мне кажется, именно этот аромат идеально подходит на раннюю осень. Странный, необычный, нишевый, характерный аромат про сочетание соленой карамели с кислинкой яблочка, цитрусов, мха, каких-то невероятных сухих трав и острых пачули. До сих пор я до конца не поняла этот аромат, и, возможно, я никогда его не пойму, но это не значит, что он плохой, абсолютно точно нет. Просто он такой необычный, и этой необычностью он и притягивает. Теплый, пряный и идеально подходящий на раннюю осень. Надеюсь, что этой осенью мы с ним познакомимся поближе, и он станет моим фаворитом. У нас с вами осталось 3 аромата. Аромат, который я тоже безумно люблю уже много-много лет и ношу преимущественно ранней осенью, потому что когда-то он у меня появился ранней осенью, у меня вот произошла в голове такая сцепка, что Beautiful by Love от Estee Lauder и ранняя осень идеально сочетаются. Но вообще этот аромат тоже солнечный, он на тему миндаля с медом, я уже рассказывала, что я также чувствую в нем лилии. Теплый, густой, интересный аромат, супер женственный, супер понятный, потому что это люкс, но при этом такой очаровательный. Следующий аромат, про который я хочу рассказать, тоже когда-то появился у меня ранней осенью, и если так подумать, то, возможно, он неплохо раскроется и поздней осенью, потому что это такая согревающая, вкусная, тягучая гурманика. Это Poison Girl от бренда Dior. Мне очень нравится также, как он раскрывается ранней осенью, когда воздух только-только начинает остывать. Как я и сказала, это гурманский аромат, но для меня это абсолютно точно не банальная гурманика, а гурманика с характером. Я здесь чувствую вкусный десерт с цедрой апельсина и коньяком. Абсолютно не согласна с мнением о том, что он банальный и что ему не место в линейке Poison от Dior. И последний аромат, про который я хочу рассказать в этом обзоре, это Burberry Weekend. Тоже
Аромат, который у меня лично ассоциируется с ранней осенью, с тем временем, когда все залито солнцем, когда все вокруг желтое, солнечное, под ногами шуршат желтые опавшие листья. Еще пока теплое солнышко нас согревает. Вообще для меня это в первую очередь аромат на тему желтых цветов. Да, он цветочный, да, он довольно яркий. И вообще осень у меня помимо солнца, помимо уютности ассоциируется еще с цветами, возможно, после школы. Это осталось, когда на 1 сентября несли учителям охапки цветов. Вот эти, знаете, последние осенние цветы, хризантемы, аромат которых стоит в воздухе. Мне кажется, что Burberry Weekend идеально передает эту атмосферу. Ну что ж, на этом все. Я показала вам топ-10 моих ароматов на раннюю осень. Если вы знакомы с какими-то ароматами из этого видео, то рассказывайте свое мнение о них в комментариях и обязательно пишите свои топы. Какие ароматы вы считаете идеальными для ранней осени? Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Также в конце хочу пригласить вас в 3 моих сообщества. Это мой личный телеграм-канал, моя парфюмерная барахолка и моя группа распива. Ссылочки вы найдете в инфобоксе, и я буду очень рада вас там видеть. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал. Я желаю всем отличного настроения и всем пока-пока!